Долина мертвых. The hottest, the driest and the lowest. Самая жаркая, самая сухая и самая низкая. Именно так ее называют. Это действительно самое жаркое место на планете Земля. И здесь же находится самая низкая точка во всей Северной Америке. Хотите узнать, что еще интересного и удивительного здесь есть? Тогда погнали! Тринадцать с половиной тысяч квадратных километров земли, на которой расположились величественные песчаные дюны, крутые каньоны, каменные горы разных цветов и текстур, солевая пустыня и другие творения природы. Место, в котором была зафиксирована самая высокая температура на Земле – 57 градусов по Цельсию. Место, которое находится на 86 метров ниже уровня моря. Место, где по неосторожности можно встретиться лицом к лицу со смертью. По счастливой случайности я оказалась в Долине мертвых в ноябре, и, насколько я понимаю, это один из лучших месяцев для посещения этого национального парка. Июль здесь считается самым жарким месяцем, а декабрь самым холодным. Самый жаркий день в долине был зафиксирован 10 июля 1913 года, а в 2020 и 2021 годах температура достигала 54 градусов по Цельсию. Дни, в которые это произошло, являются пятым и шестым по счету самыми жаркими на нашей планете. В долине огромное количество тропинок для хайкинга, но чтобы исследовать их, нужно быть осторожным. Иметь достаточное количество воды, следить за погодными условиями, не заниматься хайкингом на низких высотах в жаркую погоду и быть готовым к тому, что на вершинах гор можно найти снег. В парке также можно путешествовать на велосипеде. Здесь разрешено ездить по всем дорогам, где ездят машины. К сожалению, большая часть парка сейчас закрыта, потому что в августе был ураган Хиллари, который нанес огромный ущерб этому месту, повредил многие дороги, их все еще восстанавливают. И даже те дороги, которые сейчас открыты, имеют некоторые повреждения, поэтому по ним нужно ездить аккуратно. Вот я прямо сейчас стою в пробке уже минут 5, потому что одна часть дороги разрушена, и сначала проезжает одна полоса, и потом только другая. Ураган Хиллари начался вечером 19 августа и продолжался до 21 августа. Сильный дождь привел к наводнению во многих частях парка. Количество выпавших осадков было поразительным – почти 56 миллиметров, что сделало этот день самым дождливым за всю историю, зарегистрированным до этого места, и побило предыдущий рекорд – 43 миллиметра. Это также побило рекорд среднегодового количества осадков, которое раньше составляло почти 55 миллиметров. Несмотря на то, что часть парка закрыта, здесь все равно есть на что посмотреть. Например, это место называется Mesquite Sand Dunes. Это те самые бесконечные песчаные дюны. А вы тоже раньше думали, что такое есть только в Египте? Песок в пустыне есть везде, а вот песчаные дюны – нет. Чтобы песок собирался в кучу, нужны как минимум 3 вещи. Сам песок, сильный ветер,
и что-то, что могло бы останавливать этот ветер. Песок появляется от гор вокруг долины мертвых. Северные ветра несут его по долине до момента, пока они не ударятся об гору с названием Туки. А южные ветра от огромного вихря с подветренной стороны той же горы добавляют еще больше песка. Песок меняется с каждой бурей, но дюны в ловушке. На первый взгляд дюны выглядят безжизненными, но под их поверхностью есть вода. Дождь никуда не пропадает. Песок работает как губка и передает влагу от одной песчинки к другой. Можно покопаться в дюнах для того, чтобы почувствовать прохладу. А вот и то самое место, которое находится на 86 метров ниже уровня моря. Можно подумать, что вокруг меня лежит снег, но на самом деле все это соль. А вот там на горе есть табличка Sea Level, уровень моря, чтобы наглядно понимать, на какой глубине мы находимся. Badwater Basin – так называется это место. Badwater переводится как «плохие воды». Такое название место получило из-за того, что мул одного из первых исследователей этой местности отказался пить эту воду. Конечно, она ведь очень соленая. Однако вода здесь не такая уж и плохая. Благодаря своей солености многие организмы здесь не только выживают, но и процветают. Badwater Basin когда-то был местом большого древнего озера Мэнли. Оно не имело выхода, что со временем привело к накоплению концентрированных отложений солей. В конце концов, озеро испарилось, и на его месте остались только эти соли. В парке очень заботятся о сохранности растений и диких животных. Здесь запрещено ездить на машине по бездорожью, поскольку это убивает растения, черепах и других маленьких жителей долины. Запрещено кормить диких животных и приближаться к ним, а также оставлять мусор, включая быстро разлагаемые продукты, такие как туалетная бумага и даже кожура от фруктов, поскольку в пустыне им могут понадобиться годы, чтобы полностью исчезнуть. А людям, сколько ни говори, все без толку, все равно везде оставляют мусор. Если вы один из таких людей, пожалуйста, исправляйтесь прямо сейчас. Отправляясь на природу, просто возьмите с собой пакет и складывайте мусор в него. А как только появится возможность, выбросите в урну. В долине мертвых даже не придется ездить с мусором в машине весь отдых. Тут есть куда его выбросить. Для туристов предусмотрены палаточные городки, небольшие магазинчики и ресторанчики, а также заправки. Уж мусорку здесь найти можно. Кстати, о палаточных городках. В парке есть специальные зоны для бесплатного и платного кемпинга. В бесплатных нет никаких удобств. Это просто специально отведенные места, где можно разбить лагерь и даже нельзя разжечь костер. А вот в платных есть туалет, питьевая вода, места для разведения костра, и находятся они поблизости к магазинам и ресторанам. Цена в среднем $14 за ночь. В долине более 1000 разновидностей растений, более 40 из которых нельзя найти больше нигде на планете. Долина мертвых известна суперцветением. Это случается редко. Примерно раз в десятилетие здесь можно увидеть огромные поля золотых, розовых, фиолетовых или белых диких цветов. Все зависит от погодных условий в течение года. Как минимум 3 фактора играют роль. Обильные дожди в течение зимы и весны, мягкая зима и без сухих ветров. В долине можно встретить множество диких животных. Здесь есть пустынные черепахи. 95% своей жизни они живут под землей. Спят в течение засушливого сезона и выходят наружу после дождя, чтобы полакомиться свежей травой, цветами и кактусами. Горные козлы также обитают в долине мертвых. Чаще всего они проводят время на крутых склонах, где находятся в безопасности от хищников вроде горных львов. Эти животные адаптировались к засушливому климату и могут проживать без воды несколько дней, а затем выпивать десятки литров, чтобы восстановиться. Благодаря тому, что национальный парк защищает этих животных, их популяция медленно растет. Но проблема в том, что они соперничают с дикими ослами, которые также обитают в этой среде. Они не были здесь рождены, их развели племена, жившие ранее в этих местах. И несмотря на редкую растительность в долине, их популяция сильно выросла. Они оказали большое влияние на хрупкую пустыню и ее экосистему. Дикие ослы агрессивно защищают свою территорию. Они стараются не подпускать горных козлов и других диких животных к водным ресурсам. Конечно же, в долине мертвых водятся и койоты. И, судя по всему, они даже менее опасны, чем дикие ослы. Обычно они не тревожат людей. Они питаются мелкими млекопитающими, рептилиями и насекомыми, а также могут есть ягоды и другие растения, если мясо недоступно. Может показаться странным, но в долине также есть морская жизнь. Хотя, казалось бы, откуда? Тут ведь одни пустыни. На самом деле здесь есть ручьи и родники. Как раз там и живут наши морские жители. Это рыбки папфиш. С
С того момента, как озеро Мэнли, покрывающее долину, высохло, этим малышам пришлось несладко. За это время они научились адаптироваться к жизни в жаре, малому количеству кислорода и соленой воде. На приветственной табличке на въезде в парк есть не только название «Долина мертвых», но еще и надпись «Родина племени Тимбиша-Шошоне». Археологические исследования показали, что американские индейцы жили в Долине мертвых последние 10 тысяч лет, в период, известный как Голоцен. 4 разные индейские культуры существовали за этот временной период. Последние из них были напрямую связаны с племенем Тимбиша-Шошоне, которые все еще живут в долине и отвечают за производство керамики в регионе. Это место является их домом на протяжении многих веков. Здесь они охотились, собирали кедровые орехи и мескитовые бобы. Наскальное искусство, каменные орудия и другие доказательства их истории можно найти по всему парку. А между 1849 и 1915 годами эти места принесли большие богатства разным исследователям. Здесь были добыты золото, серебро, цинк, вольфрам, сурьма и тальк. В долине можно наблюдать невероятные рассветы и закаты, причем из любой ее точки. А если прийти в пустыню рано утром, то на песке можно увидеть следы ночных животных. Долина мертвых считается международным парком темного неба. Небо здесь свободно от какого-либо искусственного света, благодаря чему можно видеть тысячи звезд без телескопа. Чтобы получить наибольший эффект от просмотра, нужно приехать в новолуние и не смотреть на какой-либо свет в течение 30 минут, чтобы дождаться момента, когда глаза полностью привыкнут к темноте. На первый взгляд, Долина мертвых не представляет из себя ничего особенного. Казалось бы, на что тут смотреть? Пустыня да горы. Но стоит только начать знакомиться с долиной, ее историей и природой поближе, понимаешь, это удивительное место. Оно не похоже на остальные национальные парки и будто бы хранит в себе множество нераскрытых тайн.